Всем привет! Сегодня у нас, ребят, интересное видео. Будем запускать ТРД на различных видах топлива. ТРД должен быть всеядным двигателем и должен работать практически на любом виде топлива, на любом топливе, которое горит. Значит, будем пробовать керосин, будем пробовать ацетон, обезжириватель. Также хочется попробовать солярку. А еще много разных видов топлива. Это был запуск на керосине, он выдал 25 килограмм тяги и 1,85 давление компрессора. Я раньше замерял, сейчас я поставлю манометр и мы измерим на других видах топлива давление компрессора и тягу. Это очень показательно, ребята, потому что от этого в принципе все и зависит. Чем больше давление, тем больше он прокачивает через себя воздуха и больше выбрасывает его, создавая тягу. Давайте попробуем запустить на White Spirit. Баклажка новая. Откручиваем. Так. Опускаем. Надеюсь, не сгорит движок. Стартуем на White Spirit. Итак, ребят, что у нас получается? На White Spirit 22 килограмма против 25 на керосине. Давление компрессора было немножко ниже. Примерно 1,65-1,7 атмосферы. Примерно так. Итак, ребят, White Spirit мы закрываем. Возможно, он нам еще когда-нибудь пригодится. И будем пробовать на ацетоне. Вот он. Так, опускаем в ацетон. Запускаем. Тоже, как видите, работает. Полуэкологически чистый. Что-то совсем маленькое давление.
Итак, ребята, на ацетоне как-то совсем уж скромно он работает. 0,8 атмосфер. Компрессор и тяга около 10 килограмм. Какая-то совсем уж скромная. Может попробовать зарядить батарейки, может дело в них, и попробовать стартануть еще раз. Вы знаете, батарея практически заряжена. Не думаю, что что-то изменится. Ну, чуть-чуть подзарядим ее, мало ли, а вдруг. Но мне кажется, все-таки мало энергии в ацетоне. Поэтому он так слабенько работает. Ну, видите, отпило немного. Если сравнивать с White Spirit, то можно заметить, что здесь всего лишь немножко меньше. Ну, скорее всего, я дольше запускал, дольше измерял. И поэтому немножко больше его ушло. А так отпито тоже прилично. Давайте для чистоты эксперимента, когда мы еще сможем такое повторить, запуск на ацетоне, я даже и не знаю. Поэтому давайте сделаем это. Осталось всего 3 литра топлива. Ну, вы, ребят, сами все видели. То же самое. А, может, на полкилограмма добавилось. Ну, то есть тут погрешность больше сказывается. Так, что же делать дальше? Конечно, запах безумный после ацетона. Офигеть. Такой запашище. В этой канистре находится соляра. Давайте попробуем на соляре. На соляре должна быть большая мощность. Опускаем бутылку с солярочкой. Блин, а он не опускается. Ладно, сейчас перельем. Здесь был керосин. Теперь солярка будет. Немного соляры у меня. Сколько есть. Должно хватить на запуск. Все-таки тут пару литров есть. Это бензинчик, ребята, стартовое топливо. Я сначала в насос набираю его. Ну, а потом мы уже зажигаем основное топливо, когда все горит. Итак, ребят, солярка дело серьезное. Будем пробовать. А дыму-то сколько? Дыму! Ну что я хочу сказать, ребят. На солярке очень много дыма, но тяга и давление примерно такие же, как и на керосине. Примерно 25-26, может даже немножко больше. Там иногда 26 показывало. Ну и давление точно такое же, 1,8 примерно. Так что солярочку тоже можно использовать, но что-то она как-то более тяжко разгорается, мне так показалось. Мощность пошла уже на более высоких режимах, больше 50, когда показывал по индикатору. В общем, как-то так. Давайте пробовать обезжирку.
Вылил керосин туда, откуда взял. Теперь здесь будет обезжирочка. 2 бутылки вылью. 2 литров должно хватить. Что-то мне подсказывает, что бензин для зажигания обезжирки не нужен. Должно и так зажигаться. Ацетон тоже зажигался сам по себе. То есть, ну, он очень слабенько, еле слышно было, как он зажигается. Сейчас посмотрим, что нам покажет обезжирка. Да начнется турбореактивная тяга на обезжиривателе. Примерно литр скушала обезжирки. Выдает примерно 18 килограмм тяги. И 1,4 повышение давления. Идем дальше. Пробуем на бензине. Я уверен, вам больше всего интересно, как оно будет на бензе работать. Сейчас мы это и проверим. Остался только он. И да, кстати, ставьте лайк за бензин. Есть небольшой запас в канистре. Его-то мы и израсходуем. Вот кто бы вам еще показал такие опыты, ребят? Стартовое топливо, получается, нам опять же не нужно. Потому что бензин и есть стартовое топливо. Что ж, ребят, я волнуюсь, если честно. Ну давайте же дадим немножко тяги. Примерно 19 килограмм тяги, может 18,5 и 1,4 степень повышения давления. У бензина меньше плотность, его по сути меньше прокачивается по массе, чем керосина. С этим и связано понижение мощности. Вообще-то этот турбостартер, он бензиновый. Если кто-то считал, что оно не может работать на керосине, раз он бензиновый, либо еще на чем-то, то, ну, ребят, я надеюсь, все показано, все доказано. Этот движок может работать абсолютно на всем. У меня закончились все виды топлива. Порадовать мне вас больше нечем. Поэтому, кому было интересно, подписывайтесь на канал, поддержите лайком. Всех благодарю за внимание. Всем пока.